Привет-привет! Сегодня у нас новолуние. Спешу к вам с этим видео, но не совсем по поводу только новолуния. Дело в том, что новолуние – это вполне, в общем-то, естественное событие, которое мы проживаем каждый месяц, просто оно у нас в разных знаках. Да, это по-прежнему отличное время планировать, мечтать, прописывать свои планы, мечты, садиться на диеты, брать аскезы, худеть, отказываться от чего-то, допустим, от сладкого, да. Это всегда хорошо, знаете, это каждый месяц на новолуние все эти вещи прекрасно начинать. Но сегодня у нас новолуние в Раке. Многие астрологи его, конечно, окрестили мощным новолунием, особенным каким-то новолунием, но это именно потому, что у нас совпали еще узлы с этим новолунием, да, вот которое видео я недавно снимала и которое вам так понравилось. Спасибо большое за все комментарии, их очень много, за лайки, за добрые слова. Вот поэтому у нас этот период, в общем-то, эти ближайшие 2 дня, они у нас и мощные, потому что, новолуние, узлы меняют знак. Конечно, здесь у нас особенный такой заряд. Новолуние у нас будет в Раке. Рак, пожалуй, самый семейный знак зодиака, а значит, будут как никогда актуальны темы рода, семьи, переезда, места жительства. Если у вас есть какие-то дела по этим сферам, прекрасно сегодня, завтра делать их, разрешать, общаться с родственниками, общаться с родителями. Если кто-то давно хотел с вами пообщаться, просил вас о помощи из родственников, вы не могли, то вот сейчас хорошее время, займитесь этим, ну или как минимум позвоните родителям, бабушкам, дедушкам. Подробнее у кого, в каком доме из знаков зодиака будет проходить новолуние и, соответственно, где могут случиться какие-то новые вещи, я рассказывала в июльских гороскопах, можете посмотреть, напомнить себе. А сегодня я хотела коснуться более глубокой темы, возможно, для вас она будет тоже актуальна. Дело в том, что в астрологии, прежде чем что-либо начинать, когда вы приходите к астрологу с запросом «хочу стать богатым», «хочу найти мужа», «хочу найти жену», «хочу найти классную работу», мы всегда в самом начале смотрим на светило, на Луну и на Солнце. Луна у нас это мама, олицетворение мамы в астрологии, Солнце это папа в астрологии. И прежде всего, всегда любой практический астролог вам скажет работать со светилами, с вашими светилами, прорабатывать их. Если у вас нет денег, если не получается устроить личную жизнь, если не получается найти классную работу, если вообще все как-то, вот знаете, через одно место в жизни, то это у нас прежде всего прорабатываем Луну, маму как раз-таки. И в психологии наверняка многие из вас знают, возможно, имели такой опыт, практически любой психолог, психотерапевт прежде всего начнет разбирать ваш запрос с родителей. То же самое, если у вас какие-то неполадки на работе, в личной жизни, с проявлением себя, с зарабатыванием денег, любой специалист прежде всего начнет копать в вашем детстве. Все мы родом из детства. Все, что важно, все заложено там. И, в общем-то, у меня тоже был такой опыт. Не сразу у меня получилось это все преодолеть, пройти. И я не берусь на себя брать ответственность такую, знаете, что я вам сейчас расскажу и дам волшебную таблетку. Нет, но я хочу поделиться своим опытом. Возможно, для кого-то он будет очень важным и ценным. Мне, знаете, всегда очень нравился этот мем, эта шутка, что как бы вы ни воспитывали детей, или как бы мы ни воспитывали детей, нашим детям всегда будет о чем рассказать психотерапевту. Я считаю, что это удачная шутка, в которой огромная доля правды. Действительно, как бы мы ни воспитывали детей, я тоже мама, у меня 2 детей, мне кажется, у них всегда будут какие-то свои нюансы, свои травмы, свои проблемы, связанные с тем, как их воспитывали. Как бы ты их ни любил, но у каждого восприятие разное, у каждого судьба разная, у каждого родители разные, и они нам даны для чего-то. Так вот, сегодня я хочу просто поделиться с вами на основе своего опыта
буквально 3 правилами, которые в свое время помогли мне отпустить проблемы с родителями, проблемы внутренние, такие, которые превращались, в общем-то, в напряжение, потому что когда у вас в голове, на сердце, в душе есть какая-то обида, у вас есть какие-то непроговоренные вещи, непрощенные, такие глубоко посаженные, это прежде всего ваши энергии. И вот вы тратите колоссальное количество энергии на то, чтобы внутренне поддерживать этот конфликт в себе. Это напряжение, да, вы постоянно вот в этом состоянии. Когда вы прощаете, когда вы отпускаете эту ситуацию, у вас высвобождается колоссальное количество энергии. Поэтому проработать родителей прежде всего стоит ради себя, ради своего благополучия, ради своего финансового успеха, ради своего душевного равновесия, ради того, чтобы и у вас с детьми все шло более гладко, нежели, допустим, в вашем детстве. В общем, с одной стороны, все эти темы, конечно, очень изъезжены, да, и все мы часто слышим, нужно простить родителей, нужно проговорить, нужно отпустить и так далее. Но на самом деле приходит каждый из нас к этому абсолютно по-разному, в разное время и самостоятельно. Мне потребовался не 1 год, я не могу сказать, что у меня была какая-то жесть в семье, но у меня был ряд своих вещей, которые мне действительно не давали развиваться, расти, идти дальше. И это, знаете, еще наверняка многим знакомо, это же как ком всегда. То есть ты вроде бы простил одно, и тут тебе жизнь наваливает еще чего-то со стороны родителей, со стороны мамы, папы. И ты думаешь, ну как так-то, ну почему, ну я же уже вот вроде вас простил, отпустил, ну что ж такое-то, как вы так себя вот опять ведете, проявляете и так далее. В общем, в этом можно, я вам скажу, утонуть, в этом можно погрязнуть. И задача здесь, это, пожалуй, главный инсайт, в том, чтобы проработать свое отношение личное к ним, будь то мама, будь то папа, будь то бабушка, дедушка, люди, которые активно участвовали в вашем воспитании. И астрология, и психология, и, в общем-то, любая наука, идеология, познание себя вам скажет о том же. Возможно, будет другая форма, да, но суть примерно та же. Живы родители, умерли родители, были родители с вами, ушел отец, когда вам было 2-3 года, неважно. Это все неважно. Здесь задача именно вашего отношения к этой ситуации, к этим людям, ваше принятие. И в этом на самом деле самая сложная штука. Понять этот механизм, как он работает, что нужно отпустить внутри себя, нужно искренне простить, отойти от этого, от всего, от нервотрепки, вам самостоятельно, независимо от того, что вокруг. Это как, знаете, ураган, да, а ты внутри стоишь, и там тишь да благодать. Вот примерно так. Но сейчас вам озвучу 3 правила, которые, я очень надеюсь, что кому-то откликнутся, и кто-то из них что-то для себя вынесет, которые помогли, повторюсь, еще раз мне. Первое, и не всегда на самом деле очевидное, особенно до тех пор, пока у вас не появляются свои дети. В отношениях ребенок, родитель, родитель всегда дающий, родитель всегда главный. Вы, независимо от того, сколько вам лет, вы всегда ребенок в этих взаимоотношениях. Вас родил родитель, вам дал жизнь родитель, он, соответственно, и дает всегда энергию, время, ресурсы вы берете. Очень часто в отношениях мы видим обратную ситуацию, особенно когда родители стареют, ребенок становится таким как бы родителем для своего же родителя. Это очень неправильное распределение энергии, это слом вообще системы, слом того, как должно быть правильно. Многие могут спросить, что может мне дать там пожилая мать или пожилой отец-пенсионер. Время свое, энергию, взаимопонимание, это вот как раз про это. Это не значит, что вы пришли и вам отдали там пол своей пенсии. Нет, это когда, сынок, как ты, как твои дела, что у тебя нового в жизни происходит, приезжай, пообщаемся. И вы приезжаете, и родитель начинает не только про свои болячки условно жаловаться, как часто бывает, или о том, что его все бросили, манипулировать, о том, что
он бедный, несчастный, а интересоваться прежде всего вами, вашей жизнью. И когда у меня появились дети, мне это стало особенно очевидно, потому что настолько ты чувствуешь себя создателем этих двух людей, да, ты понимаешь, что тебе, ну, как бы, это естественно, тебе должно быть интересно всю жизнь, как они развиваются, как они растут, как они достигают, как проходит их жизнь. Спасибо, прекрасно, если они будут интересоваться мною, но изначально у мироздания цель такая, что мы даем детям, мы их выводим в жизнь, мы им даем заряд энергии, заряд развития, мы выпускаем птенчиков из гнезда. Помните, пожалуйста, об этом, мне это тоже очень помогло. Когда-то психолог мне сказала: сними с себя ответственность за ваши отношения с мамой. Когда я постоянно переживала о том, что я как-то не так звоню, я как-то не так говорю, я что-то не то опять сказала. И она очень была удивлена, слушала меня несколько сеансов и говорит: почему ты так ответственна за ваши отношения, в которых ты изначально уже в более низком положении, ты ребенок. Она взрослый. Да, к сожалению, бывает так не всегда далеко, но если вы подумаете, то поймете, что это абсолютно правильное распределение энергии и ролей. Второе правило. Чаще всего за наши обиды в нас говорит именно внутренний ребенок. Наш внутренний ребенок уже не тот взрослый человек, который сейчас там родитель, специалист, профессионал в какой-то сфере. Это не тот человек, который сейчас перед вами в зеркале. Это наш внутренний ребенок. Он есть у каждого. И на самом деле это колоссальная энергия и колоссальная сила. Это вот та энергия игры, солнца, да, когда мы легко идем по жизни, когда мы достигаем, добиваемся, когда, как в детстве, жизнь – это игра, и добиваешься всего, достигаешь, идешь ко всему играючи. Вот это вот та самая энергия, ее на самом деле в себе очень важно сохранить. И в астрологии мы тоже говорим, что это солнечная часто энергия, это солнце, это наши амбиции, это такое хорошее достигаторство, это когда хочется светить, хочется проявляться, хочется смело идти по жизни. Так вот, часто этот внутренний ребенок как раз-таки он обижен, он уязвлен, и он переносится с нами во взрослую жизнь. И тоже нередкое явление, когда внутренний ребенок, обиженный, управляет взрослым уже. Капризы, истерики, позиция жертвы, вот эти все вещи, это когда вот я не буду, я не хочу, ну купи мне новый iPhone, и вот это вот все. Это абсолютно все вещи из внутреннего ребенка. Что тут нужно сделать? Бесполезно часто просить от родителей, которые сейчас у вас есть или их уже нет, пожалеть этого внутреннего ребенка. И здесь секрет в том, чтобы попробовать пожалеть этого внутреннего ребенка самостоятельно. Найдите его в себе. Вот прям можете фотографию взять, увидеть себя со стороны, поговорить с собой. Это вот это я маленькая, обратиться к себе вовнутрь. Пожалеть себя мысленно, погладить, обнять, полюбить, кому чего не хватало. Я просто знаю истории, что когда банально не хватало там нижнего белья, не хватало платьев, не хватало косметики, девочки растущей, например, пойдите купите себе новый набор белья, купите себе хороший набор косметики, удовлетворите этого внутреннего ребенка, побалуйте его, покажите ему, что он важен, он ценен, он любим. Здесь только мы сами себе можем помочь, стать взрослым для своего внутреннего ребенка, найти с ним контакт, постараться сделать его, насколько это возможно, здоровым, радостным, игривым и позитивным. Ну и третье, для меня в свое время стало это правило инсайтом, я никогда так не смотрела на это, но оно мне помогло очень, возможно, и вам откликнется. Время. Здесь очень важно понятие времени. Дело в том, что наши претензии, которые остались в нас к нашим родителям, они претензии к тем родителям, которые были 10, 15, 20, 30 лет назад. Этих людей уже сейчас нет. У нас в сознании осталась та мама,
тот папа, который был тогда, и мы такие же, там же, да, 20, 10, 15 лет назад, дети. Сейчас, как и все меняется, это уже не те родители, и вы наверняка знаете, что родители с годами тоже поменялись. Тогда это было лучшее решение для них самих. Это было единственное, может, верное решение, которое они могли принять. Это нужно осознать и понять, что вот тогда это был такой человек. Вот он так умел, он так понимал, он так и делал. Сейчас это другой человек. Прекрасно, если ваша мама, ваш папа это осознает и еще, может быть, в состоянии извиниться за какие-то вещи. Но это бывает крайне редко, скажем честно. Просто внутри себя нужно понять, что сейчас это другой человек. Не нужно от него требовать и просить раскаяния за прошлые грехи, потому что вот тогда он был таким. Ну, тогда был таким, тогда и вы были другим. Сейчас вы другой, найдите в себе силу принять это, осознать и простить, главное. Что хочется сказать, подытожив, да? Все это, конечно, большая работа над собой, и есть масса разных практик, техник, поклоны родителям, прописываем письма, да, прощаем родителей, прописываем все нюансы, все детали, которые вас задели, которые вас уязвили, которые вам сделали больно. Много всего есть, но суть у них всегда одна. Пока вы не отпустите и не простите внутри себя, не требуя ничего сейчас взамен, потому что, повторюсь, в это очень легко скатиться. Вам будет казаться, что я это проходила, что вы простили, вы приняли, но тут что-то новое происходит, какая-то очередная жесть, например, да, от вашей семьи, и у вас это снова таким вулканом встает, да как они могли, да вот они такие, я так и знала, что они не изменятся. Не изменятся. Дело не в этом. Дело в том, что вы изменились, и как вы это приняли, как вы это теперь понимаете. И мой большой совет и рекомендация, несмотря на ваши отношения с родителями, если они живые, позвоните, запишите голосовые, напишите, попросите прощения со своей стороны. Буквально за все. Мы же не знаем, что у них на душе часто, да, если нет возможности проговорить, если человек не идет на контакт. Наши родители очень часто это сами обиженные внутренние дети. Очень часто. И поэтому там очень сложно найти контакт. Отвечайте за себя, работайте со своим состоянием, просите прощения за свои поступки, которые потенциально могли обидеть ваших родителей. Поэтому я желаю каждому, чтобы вы прошли эти этапы, потому что я вам гарантирую просто уже и по своему опыту, и по опыту нескольких моих клиентов, знакомых, друзей, у вас будет колоссальный взлет в жизни, когда вы отпустите и проработаете вот эту родовую тему. Хочется вам, не хочется. Я сама долго отрицала это. Мне казалось, что я сама по себе, я сама самостоятельная единица. Нет, в мироздании, к сожалению, или к счастью, так все устроено, что мы все звенья одной цепи. И пока вы не проработаете то, откуда вы пришли, потому что это тоже неспроста, все эти уроки и обиды, это тоже ваши уроки кармические, не примите их пока не скажете, да, я понимаю, я принимаю, будут постоянные затыки в жизни, будут постоянные проблемы или с личным, или с деньгами особенно. Деньги – это мама. Материя – это мама. Даже ниши в астрологии, где работает человек, мы смотрим по Луне, это мама. Важно очень простить. А проявление в мир, амбиции, свет, я свечусь – это папа. И это тоже важно понимать. Будь то астрология, будь то психология, прежде всего мы прорабатываем светило, папу и маму, солнце и луну, их аспекты. Именно от этого строится наша вся дальнейшая жизнь. Вот что мне хотелось вам сегодня сказать, не совсем астрологический выпуск, но очень мне хотелось поделиться, потому что для меня это еще свежо, и я почувствовала, прожила, как это работает, и хочу, чтобы у каждого из вас все было тоже хорошо, так как часто вы приходите с разными запросами, а затык все равно в семье. Все мы родом из детства. Хорошего вам дня, хорошего вам новолуния, берегите себя и своих близких.